В это солнечное утро ничего, казалось, не предвещало тех событий, что произойдут с Винсом в скором времени, и даже кардинально изменят его жизнь. Началось утро, как обычно. Винс проснулся в отличном настроении. Он почистил зубы. Объехал район на велосипеде, полной грудью вдыхая прохладный осенний воздух. Принял душ, наслаждаясь горячей водой, которую ему удалось провести в дом лишь недавно. Приготовил восхитительную яичницу. Позавтракал. Покормил ворона Эдгара. И немного посозерцал, любуясь яркими осенними красками и прислушиваясь к шелесту листьев, падающих с деревьев. И вдруг это сказочное блаженство нарушил вполне реальный телефонный звонок. Кто бы это мог быть? На том конце провода сказали, что Винс приглашен на романтическое реалити-шоу и должен сходить на 5 идеальных свиданий под прицелом скрытых камер. Нет смысла их искать, они слишком малы, чтобы их можно было заметить невооруженным глазом. Все кандидатки подобраны, исходя из пережитого Винсом опыта и его предпочтений. Но чтобы добавить перчинки, Винс может также пойти на свидание вслепую. Это вдвойне интереснее. Итак, марафон свиданий начинается, и первая претендентка на сердце Винса уже ждет встречи. Винсу ничего не оставалось, кроме как согласиться на это безумное предложение. Друзья, всем большой привет! Привет! Вы на канале Не без разницы, с вами Стас И Лёша. И сегодня у нас необычная серия заброшенного дома. А когда у нас и такая была, собственно, обычная серия? Ну да, действительно. Ну так вот, Винс расчистил большую часть дома, расширился, и этот дом получается каким-то слишком огромным для него и пустым. Поэтому Винсу пора найти вторую половинку, и вдруг одна из барышень, которых подобрали специально для него на этом шоу, и завладеет его сердцем. И получается, проект уже будет не заброшенное сердце, а не заброшенный дом. Да. И поможет ему, конечно, завершить строительство дома. Да, так что у нас еще есть и корыстный мотив в этом вот все. Ну что ж, дамы и господа, шоу «5 свиданий» начинается. Давайте скорее посмотрим на первую невесту. Вильгельмина Штраут, дочь того самого Владислауса Штрауда, что проживает в мрачном одиноком особняке, расположенном в скалистом ущелье Форготтен Холлоу. Свой возраст Вильгельмина предпочитает не разглашать, но шутит, что 2 века проспала глубоко под землей в темных подвалах средневекового замка. А теперь готова отправиться на поиски любви в современном мире. Любительница мрака и слепой беспроглядной темноты в глубинах склепа, Вильгельмина предпочитает ночь, органную музыку, красное терпкое вино, исторические книги и ягоды. Обожает посещать чужие похороны и проводить время на кладбище, но не принимает такие недостатки, как нерешительность, яркие цвета в одежде и солнце. Вильгельмина хочет познакомиться с одиноким мужчиной, желательно без родственников, то есть с таким, которого никто не будет искать. Предупреждает, что избраннику придется заручиться благосклонностью ее отца, графа Владислауса Штрауда. Но надеется, что Винс станет тем самым, кто спустится в темные и мрачные глубины ее души и растопит ледяное сердце. Для свидания Вильгельмина выбрала Форготтен Холлоу, идеальное место для тех, кто мечтает затеряться в тумане и заблудиться в ущельях. Здесь кажется, что время словно остановилось. Скалы скрывают потусторонние звуки, и никто никогда не услышит ваш зов о помощи. В небольшом сквере со статуей графа порой встречаются загадочные прохожие. Кто знает, что у них на уме? Повсюду можно увидеть необычные деревья и даже надгробия. Быть может, земли Форготтен Холлоу укрывают мрачным саваном неосторожных путников? И единственная церковь тут молчалива, но иногда разрезает вязкую тишину могильным звоном, приглашая жителей собраться на очередные похороны. Одевшись подобающе случаю, Винс приехал сюда на закате. Таково было предложение Вильгельмины, которая придумала для свидания масштабную развлекательную программу – принять участие в ночных похоронах. Она ждала Винса внутри кладбищенского храма. Холодная, как надгробный камень. Суровая, точно цветок, распустившийся на могильной земле. Неприступная, словно крепко заколоченный гроб. Сегодня ночью намечались похороны графа Гамильтона. Он скоропостижно ушел из жизни на 9-м десятке после выпитого бокала виноградного нектара, который обычно употреблял за обедом. Вдова была безутешна и никак не могла скрыть своих чувств.
Помощник графа, который был предан ему последние месяцы, тоже скорбел, словно лишился самого дорогого человека в мире. Похороны были так же скоропостижны, как и внезапная кончина графа, поэтому и состоялись на закате. Дело в том, что безутешная вдова и преданный помощник мечтали покончить с этим как можно скорее и сразу же перейти к оглашению завещания. К тому же при жизни граф не любил долгих прощаний, поэтому печальная вдова требовала от церемонимейстера быстрее приступить к делу. Но церемонимейстера одолевала головная боль, у него уже опускались руки. Все были в сборе: вдовствующая супруга, гости, сам граф, почтивший церемонию своим присутствием, плакальщица. Но вот беда, одна из плакальщиц уже как следует помянула усопшего и была не в том настроении, чтобы плакать. Но, кажется, церемонимейстер знает, что делать. Решено. Именно Винс станет второй плакальщицей на этих похоронах. А Вильгельмина, так уж и быть, произнесет речь, чтобы подбодрить и успокоить собравшихся. Итак, церемония наконец-то начинается. Организовываем похороны. Усопший персонаж граф Гамильтон. Плакальщица. А где же плакальщица? Как нам без плакальщицы? Так вот же она. А вот и вторая. Мероприятие. Веселые надгробные речи. Тосты. Оплакивание. Трапеза. Танцы. Нет, это не та плакальщица. Начинаем. Вильгельмина вышла к трибуне, чтобы произнести речь. Винс в компании другой плакальщицы, похоже, отлично справлялся со своими обязанностями. Вильгельмина рассказала о том, что, стоя здесь, у гроба усопшего, она словно прикасается к таинству смерти. Граф Гамильтон был дорогим человеком для всех. Это лишь завершение земного пути и начало нового странствия. Его душа продолжает жить. А иногда бывает и такое, что тело тоже продолжает жить после смерти. Правда, для этого требуется регулярно пить теплую красную жидкость, чтобы поддерживать свой человеческий вид. О чем это она? Ах да, так вот, для графа Гамильтона это лишь начало. Вспомните Елизавету Батори, Влада Цепиша, Генриха VIII или Нефертити. Все они давно почили, но продолжают жить в памяти людей. Так и граф Гамильтон навсегда останется в памяти тех, кто его любил. Церемонимейстер произнес тост, и все приступили к трапезе. А теперь танцы. После церемонии Винс и Вильгельмина сидели на кладбище и обсуждали исторические книги. А потом они любовались звездами. Несмотря на осень, ночь была теплой и наполненной чувствами. Где-то вдалеке слышался вой дикого зверя. Ветер романтично шевелил траву среди надгробий. Из склепа слышался тихий шепот. Чудесное свидание. Судя по романтичному настрою обеих сторон, свидание требовало продолжения в более уединенном месте. Вильгельмина пригласила Винса к себе на чашечку крови, то есть чая. Она разожгла камин, включила старую пластинку, угостила Винса нектаром. То ли нектар вскружил голову, то ли в комнате стало слишком жарко. Винс сам себя не узнавал. Да уж, свидание вышло неординарным. Очевидно, что барышня такого характера кровушки точно попьет. Не за ужином, так своими выходками явно отнимет силы. А теперь встречаем вторую невесту. Сибилла Барт, искусный травник и алхимик, осведомлена обо всех секретах карт Таро, на которых способна предсказывать судьбу. Любит черных кошек и считает, что эти милые животные – идеальные помощники любой практикующей ведьмочки. Мало кто знает, что Сибилла является матерью Чака и Лоры Барт, а также свекровью небезызвестной Вивьен Диор. До того, как очутиться в одиноком доме среди болот, она жила в Хэнфорде счастливой семейной жизнью и растила 2 детей, а затем увлеклась темными материями. Ее завораживали тайные мистические знания, и каждый шаг в этом направлении уводил в пучину темного искусства. Но однажды одно из заклинаний сработало не так, как она желала, и Сибилла превратилась в жуткую старуху. Ей удалось вернуть молодость с помощью одной беспечной семейки, которой пришлось пожертвовать для нее несколько невинных душ.
Поэтому теперь, после возвращения молодости, Сибила ищет такого же молодого мужчину и желает, чтобы его имя стало для нее заклинанием, которое ей хотелось бы произносить вечно. Винсу предстояло отправиться на свидание в Долину Скорби. Это таинственное место, расположенное во Вранбурге, у каждого вызывает трепет. Быть может, все дело в топях, способных утянуть в свои глубины кого угодно. Или в вое ветра среди замшелых деревьев. А может, и в старой колокольне, чьи колокола звонят сами по себе в неподобающий час. И все же жизнь тут тиха и размерена. Хотя, наверное, это и не жизнь вовсе, а нечто иное, то, что находится за гранью. Славится Долина Скорби праздником пересечения миров и озером духов, из которого доносятся жуткие голоса. Винс прибыл в Долину Скорби и направился к болотным топям. «Зря ты сошел с тропы, Винс», — все время твердил ему внутренний голос. Сибила была уже здесь. Она ждала у леса. Загадочная, словно старший аркан, хранящий недоступные тайны. Деспотически прекрасная, точно верховная императрица, сошедшая с карты Таро. Манящая, будто лесная ягода, добавляемая в приворотное зелье. Они расположились на пледе под большой раскидистой кроной и пили тростниковый сок под звуки горящих поленьев. Со стороны болота доносились странные булькающие звуки, словно нечто пыталось выбраться из трясины на берег. Сибила загадочно произнесла, что иногда ей кажется, будто болото живое и хочет что-то сказать. Это место – точно Бермудский треугольник. Сколько душ затерялось тут навеки, не счесть. Болото полно духов тех, кто утоп и увяз в илистой жиже. Иногда они выползают на сушу за пропитанием. Чтобы скоротать время, Сибила предложила Винсу погадать на картах Таро. Упс, кажется, сегодня Винса ожидает сюрприз. А если серьезно, то в ближайшем будущем случится неожиданный поворот судьбы, и тот, кто был потерян, вернется вновь, ворвавшись в жизнь Винса, как ветер, дующий с севера. Была в этих мрачных трясинах своя романтика, тягучая, утопляющая. Обстановка накалялась, как угли в жаровне. А наша парочка даже разгорячилась, точно поленья в жарком мареве. Сибила романтично добавила, что если бы Винс был блюдом, она бы с удовольствием его отведала. А затем Сибила предложила пойти на болото пособирать травы. Тут росли и дикая крапива, и ежевика, и бузина. Все это пригодится для ее зелий. Винс заходил все дальше и дальше, вглубь скорбного леса. Ноги вязли в трясине, идти становилось все сложнее. И вот уже среди деревьев, как одинокий болотный страж, показалась угрюмая ведьмина хижина. А затем... Винс очнулся на полу в жаркой натопленной хижине. На огне стоял большой чан, а в нем кипел бульон. Чан был таким объемным, что в нем мог бы поместиться сам Винс целиком. Ведьма, снова ставшая старухой, мешала варево, приговаривая: «Не бойся, миленький, нет-нет, сварю тебя я на обед. Жирненький ты, как утенок, розовый, как поросенок. Вкусный суп налью в тарелку и поем я помаленьку». Ведьма рассказала, что так и не сумела до конца избавиться от проклятия, превратившего ее в старуху. Обличье молодой девицы она может принимать лишь ненадолго, и с каждым разом это время сокращается. Но кажется, она придумала способ полностью возвратить молодость. Ей всего-то надо съесть такого розовенького поросенка, как Винс. С громогласным криком Винс сорвался с места и кинулся на утек. Прочь из этих жутких болот, прочь из скорбной долины. Еще одно сумасшедшее свидание. Винсу везет на претенденток. Такое ощущение, что после всех событий, что с ним случились в заброшенном доме, он теперь притягивает лишь вот таких экстравагантных барышень. А на очереди у нас третья невеста. Знакомьтесь, это Киберти. Уникальный, полностью автономный робот, созданный с применением высочайших технологий планеты Сиксим. Единственный и неповторимый экземпляр. Инопланетяне провели щепетильную работу над созданием этого чуда генной инженерии, и в результате их кропотливого труда возникло внеземное изобретение – человекоподобный робот, обладающий набором качеств, навыков и характеристик. Киберти умеет все. Она с легкостью уберет дом, приготовит ужин и даже разберется с назойливыми соседями, если они будут мешать.
Модульные чипы, запущенные внутри бионической Киберти, наделили ее чувствами и раскрыли в ней привлекательные качества. Киберти весела и без труда рассмешит любого, а еще она совершенно не чувствует смущения. Уникальный подход пришельцев к житейским ситуациям позволил творению приспособиться к любой обстановке. Однажды в Киберти внезапно развилось качество хранительницы очага. Тогда она, не видя преград, отправилась разбираться со всем, что могло навредить семье, в которую она была помещена. Но ее операционная система вдруг сломалась, и пришельцы увезли Киберти обратно на свою планету, откуда ей удалось сбежать. Теперь Киберти ищет обаятельного мужчину, который не побоится ощутить холод стали, когда она до него дотронется. Киберти уверена, что Винс тот самый человек, кто заботливо подкрутит ее микросхемы, если вдруг они дадут сбой. Для свидания Винс и Киберти отправились на остров Сулани. Это экзотическое место так и манит своей безмятежностью, вкусными фруктами, ярким солнцем и прохладной водой. Пляжи на Сулане обширны, даже масштабны. Они омываются притягательной водой цвета сапфира, искрящегося в солнечных лучах. Сулани предоставляет развлечения на любой вкус. И открытые бары, где опытные бармены смешивают поистине неземные коктейли. И массажи камнями, извлеченными из жерла вулкана. А также неспадающие водопады, где путешественники могут охладить разгоряченное тело и даже развить свой навык романтики. Киберти встретила Винса возле самобытного суланьского спа-салона. Она была похожа на видение, безупречная, словно кованый металл. Монументальная, точно древнегреческая мраморная статуя. Болезненно притягательная, словно компьютерный вирус, проникающий в систему и ловко занимающий все ваши мысли. Винс и Киберти решили отдаться внеземному блаженству и порадовать свои тела оздоровительными процедурами. Правда, массировать застывшие конечности Киберти было непросто. Зато ее остальные руки могли привести в тонус любого. Правда, иной раз складывалось впечатление, что в спину Винса впивались металлические тиски. Затем они строили песочные замки и расслаблялись на пляже, наслаждаясь безмятежностью и пением тропических птиц. Под лучами южного палящего солнца Киберти раскалилась, как металл, брошенный в огонь. Дотрагиваться до нее в этот момент лучше не стоило. Ожог на руке. Ой, не стоит больше пробовать. Киберти была настолько очарована Винсом, что ее чувства действительно вспыхнули, как костер. А она сама вся аж закоптилась. Срочно требовалось отмыться от копоти и остудить в прохладной воде раскаленный металл. Вроде бы все пришло в норму, и свидание вновь заиграло красками, пока Винс и Киберти получали удовольствие от купаний в морской воде. Вот только от воды Киберти немного закоротило. На закате они выпили роскошные коктейли, любуясь открывающимся видом на безграничное море. А затем понежились в джакузи. Настало время островных танцев. Винс был вполне доволен. Если на свидании его не попытались покусать или приготовить на ужин, то можно уверенно заявить, что это свидание идеально. Киберти, конечно, холодна, как бронзовая скульптура, а во время движения немного поскрипывает, но с ней, в принципе, весело. Модульные чипы, встроенные в Киберти, формировали в ее операционной системе примерно те же самые мысли. И на основе запущенных мыслительных процессов у нее вырабатывалась новая черта – ревнивая. Винс должен принадлежать только ей одной и никому больше. И она сделает для этого все, что нужно, даже если потребуется пойти на крайние меры. На остров опускалась ночь. За этот день операционная система Киберти раскалилась под солнцем и вновь остудилась в прохладной воде. Такие скачки напряжения не могли пройти бесследно. Влажный воздух и вода, попавшие на микросхемы, тоже сделали свое дело. Система дала сбой, и внутри Киберти начала вырабатываться вполне четкая конфигурация. Винс больше никогда не пойдет на свидание. Ни с кем. Его нельзя отпускать отсюда живым. Мамочка уложит тебя спать. Навсегда. Вечный сон. Мамочка уложит тебя спать. Навсегда. Вечный сон. От мамочки не убежать. Вечный сон.
От третьего свидания Винс спасся бегством, прямо с острова. Неизвестно, где сейчас Киберти, но мы надеемся, что она не будет преследовать Винса. Мамочка уложит тебя спать. А теперь на очереди четвертое свидание. Может, в этот раз Винсу повезет. Итак, давайте знакомиться с четвертой невестой. Кимберли Картер. Веселая затейница и романтичная натура. Кимберли ищет мужчину, молодого, как свежеприготовленный нектар, Достаточно зажиточного, словно пунш, подаваемый на светском приеме. и заботливого, как оздоравливающий бальзам с легкой ноткой градуса. Для свидания Кимберли предложила отправиться на праздник, где еще можно весело провести время, как не в праздничной обстановке, где обязательно нальют бокальчик другой. Так Винс приехал в Камарэби, в заснеженный парк, украшенный к празднованию Нового года. В этой зимней части Камарэби всегда царил праздник. Открытые лавки предлагали разного рода сувениры и новогодние игрушки. Каток пестрел снежинками. У центрального входа располагалась высокая украшенная елка. А под ней, конечно же, Винса ждал подарок. Это была она, Кимберли Картер. Легкая, как снежинка, или как пар, идущий от горячего Грога в холодную погоду. Винс не верил своим глазам. Девушка, пришедшая на свидание, не имела ничего общего с фотографией в уголке Купидона. Кимберли лишь посмеялась и сказала, что для фото она просто подобрала удачный ракурс. Что общего у Кимберли Картер и Эдварда Каллена? Во-первых, все девочки ее возраста обожают грустных и томных красавчиков-вампиров. А во-вторых, ей ровным счетом, как и Эдварду, 17 лет. Уже давно. Очень-очень давно. Кроткая, наивная и романтичная особа, но, разумеется, как и любая школьница, которая хочет выглядеть круто, она никогда не покажет свою тонкую натуру. Увлекается модой, вечеринками и не может жить без своих лучших подружек. Она бы даже ради рандеву поругалась с родителями и сбежала из дома. Вот только в этом нет необходимости. Она сама владелица дома, мать двоих взрослых дочерей и даже уже бабушка. И если говорить современным языком, то она скорее не бимба, которой ей очень бы хотелось быть, а намного больше альтушка, неординарная, экстравагантная, кошмар для своих чопорных соседей, у которых периодически начинается нервный тик от сумасбродных выходок Кимберли. И действительно, на пенсии нужно жить на широкую ногу, ведь Кимберли давно покинула рабочий офис. Но ей намного больше нравится думать, что у нее просто летние каникулы перед выпускным классом, где она обязательно станет королевой бала. Но для такой юной леди в качестве красивого аксессуара к модному маникюру нужен достойный молодой человек. Разумеется, чтобы похвастаться перед подружками. Впрочем, у нас нет уверенности, что эти подружки вообще знают о том, что Кимберли решила с ними дружить. Существует мнение, что с годами нектар становится лучше. Но Кимберли считает, что нектар не может застаиваться на полках и должен быть испит сию же секунду. Она надеется, что Винс станет для нее хмельным напитком, который вскружит ее и так шальную голову. Первым делом Винс и Кимберли... Нам хотелось бы сказать, что они предались зимним забавам, но первым делом Кимберли настояла, чтобы Винс испил немного горячего нектара, чтобы согреться, и как следует разогреться, Ну а после уже можно и поиграть в снежки, и покататься на качелях, и проехаться по льду на коньках. и вдоволь повеселиться. А затем снова зарядиться горячим нектаром. Вот так прошло четвертое свидание. Ну, эта претендентка, она, конечно, своеобразная, но хотя бы не такая опасная, как другие. Ну да, Кимберли вполне безобидно. И позитивно. И у Винса осталось пятое свидание, но в этот раз он решил пойти на свидание вслепую. Ну, как говорится, была не была. Пятая невеста выбрала для свидания Эвергрин-Харбор. Винсу уже доводилось бывать в этом городе. Тут находилась заброшенная швейная фабрика, где он узнал продолжение истории несчастной девочки, проживавшей в пансионате воспитанниц леди Агнессы. Именно в швейной фабрике и предложила встретиться невеста. Винс прибыл сюда, одевшись подобающе случаю, чтобы не жалко было испачкать вещи в этом промышленном городе. И вдруг он увидел ее. Она ждала его внутри, драматически печальная, точно книга с трагедиями.
Уязвимая, как хрупкий цветок, выросший среди пепла в антиутопии. Мифически прекрасное, словно фантастическое творение искусственного интеллекта. Это была Агата, которую он потерял однажды, а сейчас вновь каким-то немыслимым образом обрел. Петля времени закрутилась, и все произошедшие события встали на свои места. Однажды Винс уже попрощался с Агатой, когда изменил ход истории, когда очистил свой особняк от древних духов и поменял жизнь ее прапрабабушки. Разве он мог представить, что они встретятся снова? Кажется, Агата совершенно не помнила Винса. Она рассказала, что эта фабрика принадлежала ее семье еще с 19 века. Ее прапрабабушка Элиза Стюарт была стойкой, уверенной в себе и в своих силах женщиной, и она старается брать с нее пример. Швейная фабрика испытала на себе и взлеты, и падения. Да, сейчас дела тут обстоят плохо, фабрику хотят снести и построить на ее месте какой-нибудь торговый центр, но она не позволяет этого сделать. Быть может, однажды фабрика заработает снова. Винс слушал Агату, боясь ставить хоть слово, чтобы это видение вдруг не исчезло. Ему хотелось просто сидеть с ней рядом, осматривая старые потрескавшиеся стены швейной фабрики. Как же он был счастлив вновь встретить ее. Затем он попросил осмотреться в этом месте. Ему не терпелось узнать новую историю Элизы Стюарт, ведь после пансиона ее жизнь должна была сложиться иначе. Он осмотрел швейный цех и нашел интересную вырезку из старинной газеты, в которой говорилось, что Элиза, покинув пансион, вышла замуж за владельца фабрики. Ну что ж, об этом Винс уже догадался. Здесь, внизу, висел ее портрет, который Винс уже видел однажды. На втором этаже тоже все было по-прежнему. Фотография Элизы с главой города, вручившего ей награду, портрет ее сына, унаследовавшего фабрику, и ее старый дневник. Не мешкая ни секунды, Винс принялся читать. Дневник Элизы Стюарт. Мое детство прошло безрадостно. Лишившись родителей в юном возрасте, я попала в приют, а оттуда в 1890 году меня отправили на обучение в пансион в Глиммербруке. Закончив обучение в пансионе леди Астрид, я отправилась в большой мир и обосновалась в Эвергрин-Харбор, довольно самобытном развивающемся городе. Тут я устроилась работать учителем в школе в районе рудников. Как бы мне не хотелось вновь вернуться в Глиммербрук, у меня все-таки началась новая взрослая жизнь. В школе я познакомилась с Логаном Стюартом, известным предпринимателем города, который занимался пошивом формы для учеников. Мы были счастливы почти 10 лет, но в 1908 году он скоропостижно покинул меня. Я верю, что каждому из нас обозначен свой промежуток времени. Это дает мне силы жить дальше, думая, что судьба Логана была предначертана заранее. Подруги из пансиона не оставили меня в горе и помогали, чем могли. Они поочередно оставались с моим сыном Годвином, когда я отправлялась на фабрику, от которой не могла отказаться, и делала все от меня зависящее, чтобы фабрика продолжала работать. Ради Логана и ради моего сына, который когда-нибудь ее унаследует. Глядя на прошлое с высоты своих лет, я благодарна судьбе за то, что она дала мне Логана, хотя мы и провели вместе не так много времени. Но он подарил мне любимого сына, который значит для меня больше всего на свете. В свой 50-й день рождения я узнала, что леди Астрид оставила этот мир. Я вновь поехала в Глиммербрук, чтобы попрощаться с любимой учительницей. В последние годы своей жизни она, к сожалению, уже не могла содержать пансион. Так он и оказался закрыт, а со временем превратился в старое заброшенное здание. Жаль, но леди Астрид, посвятившая жизнь заботе о чужих детях, так и не обзавелась собственными. Больше некому продолжать ее дело, но этот пансион навсегда останется в моей памяти как место, давшее мне шанс на лучшую жизнь. С любовью, Элиза Стюарт, урожденная Уизерби. Значит, история как лодка сделала крутой поворот, а затем вновь поплыла по ровному привычному течению. Когда вечером они смотрели на звезды, Агата сказала, что у нее такое чувство, будто она давно знает Винса. Они не встречались прежде. Такое ощущение, что она посещала с ним экзотическую страну и даже исследовала гробницы. Но ведь это не может быть правдой, она никогда не выезжала из Эвергрин-Харбор. Как бы то ни было, ее не покидает чувство, что они с Винсом многое пережили вместе. В голове то и дело возникают мысли о некой жуткой леди Агнессе. Кто она? Зачем задумываться о таких мелочах? Винс и Агата вместе в этот теплый осенний вечер. В воздухе, как бы он не был загрязнен промышленными отходами, витал дух романтики. А Винсу было легко с Агатой, как и раньше. И сейчас, вновь ее обретя, он подумал, что Агата оценит какой-либо его спонтанный сумасшедший жест. Будь то прогулка по кладбищу, где нашли покой все члены династии Стюарт, или прыжок с причала в реку, а может и предложение руки и сердца. Кто знает, вдруг она согласится. В ближайшем будущем случится неожиданный поворот судьбы, и тот, кто был потерян, вернется вновь, ворвавшись в жизнь Винса, как ветер, дующий с севера. Агата и есть тот самый поворот судьбы. Следуя внезапному порыву,
Винс вдруг встал на колено. Да, это было совершенное безумие, но Винса понять можно. Он-то прекрасно помнил все, что с ним произошло. Помнил, как впервые повстречал Агату, как они гуляли по кладбищу, как спасались от толпы голодных мертвецов. Помнил путешествия в Сильвадораду и поиски артефактов, а также ритуал изгнания злых духов из заброшенного дома и их прощание в странном месте между мирами. Он больше не хотел ее терять. Но что же ответит Агата? Вроде бы она начала понемногу вспоминать Винса, но еще не может осознать, что все это с ней уже происходило. А ее ответ мы узнаем в следующей серии. Да уж, событий у Винса случилось много. И много встреч с совершенно разными девушками, каждая из которых по-своему была очаровательна. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая невеста вам понравилась больше всех. И, может быть, какое надо сделать было предложение, Да. кроме Агаты. Все они такие разные, и каждая, как мне кажется, по-своему хороша. Да, совершенно верно. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу интересную серию про свидание. Спасибо, что были с нами. И, кстати, не можем не упомянуть, что одна из претенденток, Киберти, уже появлялась на нашем канале. Она была главным действующим лицом на нашей неделе со стафетной династией Дежавю, так что если вам понравилась Киберти, обязательно посмотрите серии с ней. Эти серии объединяют общий сюжет, и Киберти раскрывается там, можно сказать, по полной. И, кстати, нам понравилось продумывать ее историю. Да, было весело. Ну и, в принципе, остальные барышни тоже уже появлялись в наших историях. Например, Вильгельмина Штраут, она была в наших шортсах, Кимберли Картер в проекте «Заклятые соседи», который мы планируем скоро, совсем скоро перезапустить и вновь начать забавное противостояние двух семей, живущих по соседству. А ведьма Сибилла, она из проекта «Из города в деревню», и теперь она вместе со своими детьми переехала в наш сериал «Построй свой город», продолжение которого тоже состоится в ближайшем будущем. Благодарим вас за просмотр. Всем спасибо и обязательно приглашаем вас присоединиться к нам в Телеграме, на Бусти и ВКонтакте. Там тоже выходят видео, которые можно посмотреть без ограничений и пообщаться с нами. Ссылки на эти каналы находятся в описании к видео, а QR-коды вот на экране. До следующих видео. Всем пока! Пока!